Глава 1396. Высшие водоворотные звери. Молодой старший Чжу и красивая женщина, казалось, были удовлетворены этим результатом, не говоря уже об остальных культиваторах. Разобраться с пустяковой стаей кровавых черных муравьев с их уровнем культивации проще пареной репы. Однако плавный успех первого шага их плана был хорошим предзнаменованием. Старший Чжу махнул рукой на курильницу, погасив ароматическую палочку, и она вернулась к нему в желтом свете. Затем она исчезла от взмаха его руки. И в другой вспышке света он вызвал набор мерцающих серебряных флагов. Каждый из флагов был размером всего несколько дюймов. На поверхности флагов появились лиловые талисманные символы и несколько узоров молний, придавая им вид таинственности. Без угрозы со стороны кровавых черных муравьев мы направимся в гнездо истинной жабы. Вот набор флагов высших небесных молний. Те, кто был назначен на поддержку формации, подойдите и возьмите по флагу. Старший Чжу взглянул на назначенных культиваторов. Культиваторы быстро переглянулись и тут же полетели вперед. Первым флаг взял старик Лю. Хорошо, кроме господина Даосист Чжао и господина Даосиста Сюня, которые будут стоять на страже снаружи, остальные должны проследовать за нами внутрь. Юноша указал на старика и мужчину средних лет, и он полетел в гору в виде полоски света. Остальные, без колебаний, последовали за ним. Старик и мужчина средних лет, которым было приказано стоять на страже снаружи, переглянулись между собой с кривой улыбкой и тоже скрылись с места. Остальные культиваторы последовали за старшим Чжу и красивой женщиной в пещеру внутри огромной горы. Спустя промежуток времени, за который можно было выпить чашку чая, Хань Ли и остальные появились во влажном подземном коридоре. Проход был заполнен сталактитами, с которых капала вода, делая землю исключительно скользкой. Также на земле рос мох высотой в дюйм, распространившийся по неровной скале в проходе. К счастью, проход был довольно широк, что позволяло культиваторам медленно пролетать через него. Он был не таким коротким, чтобы им пришлось идти пешком. Хань Ли иногда оглядывался и видел несколько необычных ядовитых насекомых, пролетающих через трещины в пещере. Щелчком пальца он выпускал красную нить в трещины, превращая насекомых в пепел. Рядом с ним была фея Ся. Она выглядела осторожной. Вокруг нее был слой слабого белого света. Независимо от того, какое ядовитое насекомое нападало на нее, оно падало на землю, покрывшись кристаллами. Не только Хань Ли и фея Ся расправлялись с насекомыми, все другие культиваторы также держали насекомых в страхе. Хотя эти насекомые не были особенно опасными, никто не смел быть небрежным. В конце концов, в проходе появилось бесчисленное множество странных вещей. Даже обычные насекомые могли убить своим ядом полноценного культиватора. Такое случалось раньше. Культиваторы по-прежнему старались двигаться быстро и редко разговаривали. Кроме периодического истребления нескольких насекомых, других звуков не было. В коридоре не было слишком темно. От стены время от времени попадал свет. Это напоминало лунные камни, которые часто использовали люди. Таким образом, группа культиваторов плавно продвигалась вглубь пещеры. Мгновение спустя лицо Хань Ли зашевелилось, и он внимательно посмотрел на свою команду впереди него. Тем временем старший Чжу нахмурился, глядя на переднюю часть группы, и два культиватора пространственного закаливания внезапно остановились. Старший Чжу сказал остальным культиваторам остановиться. «Все, будьте осторожны. Я чувствую перед собой двух зверей. Они обладают аурой культиваторов, стадии божественной трансформации и преграждают нам путь. Возможно, поблизости есть другие насекомые. Мне неудобно использовать больше своего духовного чутья для их поиска. Придется отправить людей, чтобы они опознали насекомых собственными глазами. Будьте осторожны и не атакуйте первыми». Все были поражены, но один человек немедленно выступил вперед и сказал: «Дайте мне взглянуть. Возможно, у меня нет других техник, но я вполне уверен в своих способах уклонения. Доверит ли мне это старший Чжу?» Старший Чжу узнал мужчину и усмехнулся. «Хе-хе, значит, это брат Юй. Твои техники ветреного передвижения действительно удивительны. Ты именно тот, кого я искал». Человек, который шагнул вперед, был стариком в бамбуковой шляпе. Старик усмехнулся и исчез из поля зрения в порыве ветра. Действительно, его техника ветреного передвижения была впечатляющей. Воздух наполнилось тишиной. Многие люди думали о насекомых, преграждающих им путь, и невольно почувствовали возбуждение. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить трапезу, старик вернулся в порыве ветра на прежнее место. Если бы никто не обратил на это внимания, его бы не заметили. Старик поклонился старшему Чжу, сказав: «Я закончил. Впереди нас ждут два высших водоворотных зверя. Боюсь, это будет хлопотно.
Высшие водоворотные звери. Культиваторы забеспокоились. Многие из них были удивлены. Даже старший Чжу невольно нахмурился. Хань Ли сразу вспомнил информацию, касающуюся высших водоворотных зверей. Высшие водоворотные звери не были особенно устрашающими, за исключением такого места, в способностях зверя были только техники движения воды и молнии. Кроме того, они были трусливы и часто спасались бегством. Из-за их беспомощности зверей еще называли барабанщиками. Обнаружив какого-либо врага, они начинали издавать громкие звуки, напоминавшие барабанную дробь, предупреждая всех в пределах 100 километров. Среди людей и демонов было несколько больших сект и мастеров, которые приручили этих зверей и использовали их как сигнальные маяки в жизненно важных областях. Если они не убьют зверей одним ударом, это потревожит других насекомых на огромной горе. Если это случится, кто знал, что произойдет, старший Чжу на мгновение задумался и сказал, это будет довольно хлопотно. Хотя я нахожусь на стадии пространственного закаливания, я не владею техниками сокрытия. Высшие водоворотные звери обладают мощным духовным чутьем и обонянием. Однако моя жена неплохо владеет техникой передвижения, но она сможет поймать только одну из них. Нам понадобится еще кто-то, чтобы избавиться от другого зверя. Сказав это, он перевел взгляд на старика Юэ. Это плохая идея. Хотя мои техники ветреного передвижения позволят мне приблизиться к ним незамеченным, но я не смогу убить их с одного удара, старик покачал головой. Старший Чжу криво улыбнулся и повернулся к другим культиваторам стадии божественной трансформации позади него. Остальные тоже нахмурились, так как не были полностью уверены в этом. Поскольку это было связано с успехом их миссии, они не осмелились принять задачу, если не были полностью уверены в своих силах. Было довольно сложно иметь необходимую скорость и силу. Выражение лица старшего Чжу стало угрюмым. Они планировали это несколько лет, неужели их успеху помешают два простых насекомых? А нельзя ли использовать техники земляного передвижения через гору, чтобы обогнуть их? С сомнением сказал один культиватор. Если бы мы могли это сделать, зачем нам все эти проблемы? Гора состоит из огромной жилы духовных магнитов. Это сильно ограничит вашу духовную силу и поглотит ее, если вы попытаетесь пролететь сквозь нее. Это не проблема до тех пор, пока вы не пытаетесь пройти через гору. Жила духовных магнитов. Все почувствовали озноб от услышанного. У человека, который спросил об этом, стало особенно неприглядное выражение лица. Какое-то время никто не осмеливался говорить. Затем с земли лениво раздался голос. «Старший Чжу, если я смогу разобраться с другим зверьком, получу ли я дополнительную долю крови истинной жабы?» Заговорил Хань Ли в задней части группы. Изящная женщина рядом с ним была поражена. Старший Чжу удивленно посмотрел на Хань Ли и нерешительно сказал, «А неужели господин даосист Хань уверен в своих силах? В этом случае твоя доля крови истинной жабы будет увеличена». Но если не получится, было ясно, что он рассматривает Хань Ли только как культиватора средней стадии божественной трансформации. «Хе-хе, старший, не волнуйся. В случае неудачи я возьму на себя ответственность», — улыбнулся Хань Ли. Старший Чжу решился и кивнул, «А ты, правда, уверен в себе? Хорошо, я позволю тебе разобраться с другим зверем». Другие культиваторы стали перешептываться и озадаченно уставились на Хань Ли. На лицах некоторых из них были сомнения. Затем старший Чжу повернулся к старику в бамбуковой шляпе и сказал, «Но ради осторожности, брат Юй, следуй за братом Ханем и помоги ему». «Да, предоставьте это мне». Старик с готовностью согласился. После этого старший Чжу скривил губу и отправил несколько голосовых сообщений своей жене. Затем женщина изобразила жест заклинания и, засветившись красным светом, исчезла из поля зрения. Хань Ли достал фиолетовый талисман и наложил его на свое тело. Внезапно его окутали серебряные талисманы, и он исчез. Старик Юй тоже превратился в ветер. Старик шел впереди, но Хань Ли и красивая женщина вылетели вперед на некоторое время и достигли своей цели. Они прибыли на обширную и просторную территорию. На земле лежали два белых толстых насекомых. Они ели мох. Глава 1397. Тревожное изменение. Два толстых насекомых были 6 метров в длину, а их плоть была блестящей, белой, как если бы они были огромными личинками. На одном из концов росла маленькая голова с 6 маленькими красными глазами и ртом, полным больших заостренных зубов, жующих мох. Хань Ли был скрыт до такой степени, что даже культиватор пространственного закаливания не мог его обнаружить. Естественно, он не беспокоился, что его обнаружат два пустяковых насекомых на стадии божественной трансформации. Он смело парил над одним из насекомых, оглядывая его.
Своими глазами духовного прозрения он увидел другого высшего водоворотного зверя, а также еле заметный красный силуэт над ним. Это была красивая женщина, использовавшая технику уклонения. В 10 метрах отсюда в воздухе витал неясный лазурный свет. Это был старик Юй, который скрывался при помощи своей техники. Они озадаченно оглядывались, не в силах почувствовать присутствие Ханьли. Ханьли послал им несколько беззвучных голосовых сообщений, чтобы известить их о своем положении. На их лицах появилось изумление. Затем старик метнулся в сторону Ханьли, не осмеливаясь приблизиться ближе, чем 30 метров от насекомого. Судя по расстоянию, которое он сохранял, было ясно, что он не уверен, что сможет спрятаться. Однако красивая женщина была культиваторшей на стадии пространственного закаливания. Она перестала удивляться и приблизилась к насекомого, на которого она была нацелена, до расстояния 20 метров. Некоторое время 3 культиватора стояли совершенно неподвижно. Единственный звук, который они могли слышать, был звук насекомых, жующих мох. В глазах Ханьли вспыхнул холодный блеск, а его ладонь озарилась слабым черным светом. Он протянул руку в насекомого под ним. Из кончиков его пальцев вырвался серый туман, вызвав небольшую черную гору. Как только гора появилась, она сразу же обрушилась вниз. Насекомое под ним что-то заметило, и его тело дрогнуло. В мгновение ока оно превратился в огромный шар из плоти, а его тело засветилось голубым и белым светом. Но было уже поздно, на таком близком расстоянии насекомое мгновенно попало в серый свет. Высшее водоворотное насекомое продолжало мерцать лазурным и белым светом, но серый свет полностью его сдерживал. Насекомое поняло, что его дела плохи, и задрожало, испуская из своего тела бесформенные волны, рассеивающиеся во всех направлениях. Ханьли ухмыльнулся и сомкнул вытянутые черные пальцы. Внезапно серый свет расширился и несколько раз зашумел. На насекомое обрушилось 8 волн серого света, поглощая все волны давления от тела насекомого, пока все они не были растворены эссенцией божественного света. Насекомое извернулось, собираясь использовать больше своих способностей, как вдруг над его головой появилась черная тень. Вслед за этим грянул взрыв. Маленькая гора поднялась до 30 метров в высоту и разбила неподвижное существо. Однако существо заслужило репутацию выносливой плоти. Даже под огромным давлением горы насекомое не стало кровавым месивом. Насекомое лишь продолжало извиваться, пытаясь вырваться на свободу. Но в этот момент рукав Ханьли дрогнул, и из него вырвался шар серебряного пламени. С приглушенным треском насекомое сразу превратилось в пепел. Поглотивший небесное пламя дух был не тем, против чего могло устоять простое насекомое стадии божественной трансформации. Ханьли истребил зверя за одно дыхание. Сделав все это, он повернулся и оглянулся. Старик Юй стоял в 10 метрах от него с удивлением на лице. То, как Ханьли с легкостью убил высшего водоворотного насекомого, явно превзошло все ожидания культиватора на поздней стадии божественной трансформации. Ханьли слегка улыбнулся ему и повернулся в сторону красивой женщины. Другое насекомое уже было разрезано пополам. Красивая женщина парила над трупом насекомого. Перед ней парил огненно-красный меч длиной в полфута. Она тоже смотрела на Ханьли с изумлением. Ханьли поклонился красивой женщине, а затем повернулся к старику: «Брат Юй, с этими насекомыми покончено. Давай доложим об этом старшему Чжу». «Конечно». «Брат Хань, старшая Цинь, пожалуйста, подожди минутку», — ответил старик Юй с ясной улыбкой. Затем он взмахнул рукавом и выпустил талисман передачи звука в ту сторону, откуда они пришли. Спустя мгновение остальные бросились к нему. Когда молодой старший Чжу увидел и услышал то, что случилось от старика Юя, на его лице появилось удовлетворенное выражение. Затем он произнес им несколько слов похвалы и без промедлений продолжил свой путь. Пока они путешествовали, Ханьли вернулся в самый конец группы. Теперь другие культиваторы смотрели на него иначе. Немногие из культиваторов поздней стадии божественной трансформации были уверены, что смогут убить высшего водоворотного насекомого одним ударом. Феинь с вуалью и изысканная леди Ся невольно взглянули в его сторону. Ханьли закрыл на это глаза и молча последовал за ними. Вскоре после того, как они прошли через проход, он начал изгибаться, и они услышали, как капает вода. Ветерок впереди стал также более влажным и исключительно холодным. Вскоре перед ними предстала подземная река шириной в 100 метров. Судя по шуму мчащейся воды, она протекала с довольно большой скоростью. Все слушайте внимательно. Перейдя эту реку, мы прибудем в гнездо истинной жабы. Я уже всем рассказывал о нем. С жабами разобраться будет легко, а вот с теневыми насекомыми будет очень неприятно иметь дело.
Мы полагаемся на вас. Старший Чжу отвернулся от реки и посмотрел в направлении Ханьли и остальных с серьезным выражением на лице. Культиватор средних лет в желтых одеждах хлопнул себя по груди и дал клятву: «Не волнуйся, старший Чжу, против формация высшей небесной молнии, а также техник брата Ханя и фей Ся теневые насекомые определенно не смогут устоять, и неважно, какая у них репутация». Другие культиваторы, которым было поручено нести молнии, согласились. Хань Ли и госпожи Ся молча переглянулись между собой. Старший Чжу удовлетворенно кивнул. Затем он махнул рукой и первым пересек реку, а за ним красивая женщина. Остальные последовали за ними. Тем временем за пределами огромной горы в белом тумане пожилой мужчина средних лет, которому было поручено охранять снаружи, непринужденно болтал. «Старший Чжао, ты говоришь, что старший Чжу и другие уже добрались до гнезда истинных жаб?» Так, с двумя полностью зрелыми голубоглазыми истинными жабами у каждого будет большая доля, даже с размером нашей группы. Кровь молодой жабы не так полезна, но все равно обладает частичным эффектом. Это стоит долгого и трудного путешествия. Жалко только, что нас оставили дежурить. Нам может достаться последняя доля духовной крови. Мужчина средних лет в синей мантии ворчал настоящего рядом старика в белом. Старик усмехнулся и небрежно ответил: «Похоже, господин Даосист Сюнь не смирился. Не думай, что получить выгоду, войдя в гнездо, будет легко. Возможно, некоторые из них умрут». Культиватор средних лет нахмурился и с сомнением сказал: «Умрет. Этого не может быть». Старший Чжу и остальные полностью подготовились. Все должно пройти гладко. В чем опасность? Старик вздохнул и лениво сказал: «Похоже, ты первый раз так далеко зашел в пустыню. Тебе стоит запомнить, что в дикой местности ничто не идет по идеальному плану. Пока мы стоим на страже, на нас может напасть большое количество древних зверей или чужеземных существ в стадии божественной трансформации или пространственного закаливания». Культиватор средних лет рассмеялся: «Старый Чжао, ты не преувеличиваешь. Это место такое скрытное. Как такое может случиться?» Старик покачал головой и воздержался от дальнейших разговоров, резко изменившись в лице. Яркий свет внезапно засиял из шеи культиватора средних лет. Его голова упала, а из шеи хлынул кровавый фонтан. Нехорошо. Старик успел вовремя отреагировать и заметил, что что-то не так. Он внезапно отскочил и, взмахнув рукавом, вызвал перед собой небольшой лазурный щит, покрывший его световым барьером. Затем он выплюнул красную полоску света, которая стала вращаться вокруг него. Однако это было совершенно бесполезно. Пространство над головой старика исказилось, и оттуда появился лазурно-черный коготь 3-метрового размера. Он с молниеносной скоростью пронзил меч и защиту старика и сжал хватку. С жалобным криком коготь превратил старика в кровавое месиво. Даже его зарождающаяся душа не могла сбежать. Затем обезглавленное тело культиватора средних лет задрожало, и из него вырвался шар зеленого света. Это была зарождающаяся душа размером в 2 дюйма. В руках у него был талисман, и он в спешке пытался сбежать. Но как только зарождающаяся душа собиралась телепортироваться, черный туман метнулся к ней и преградил ей путь. Она расплылась и тут же исчезла. 2 культиватора стадии божественной трансформации были уничтожены одним ударом. Мгновение спустя рядом сверкнул лазурно-черный свет. Рядом внезапно появилась огромная фигура и фигура поменьше. Один из них был ростом около 30 метров, с темным лицом, свирепыми клыками и 2 рогами. Он сильно напоминал гигантского дьявола. Другой был ростом всего 3 метра, со стройным телосложением. Это была красивая женщина. В руках она держала шест и синий топор такого же роста, как и она сама. У них обоих была пара алых крыльев из плоти, на которых мерцали различные древние талисманы. Вспыхнувший полет казался завораживающим. Неплохо. Культиватор ранга божественной трансформации оказался довольно сытным. Женщина с топором взглянула на обезглавленный труп и облизнула губы своим змеиным языком. Она неохотно сказала: «С твоей стороны, уничтожать другого — пустая трата времени». Дьяволоподобный гигант произнес урчащим голосом: «Я только недавно преодолел свое узкое место, поэтому еще не могу хорошо контролировать свою силу. Кроме того, это всего лишь зарождающаяся душа культиватора божественной трансформации. Мы ищем культиваторов стадии пространственного закаливания. Вот они действительно сытные. Если мы сможем съесть пару зарождающихся душ культиватора интеграции тела, мы сможем продвинуться до рыцаря Икши». Глава 1398. Сила расколоть гору. Молодая женщина прервала размышления своего спутника и, нахмурившись, сказала: «Культиваторы интеграции тела.
Хотелось бы посмотреть, сможем ли мы убить хоть одного. Мы бы не смогли этого сделать, даже если бы объединились. Ладно, хватит болтать. У нас важное дело. Я не думала, что мы так быстро встретимся с множеством человеческих культиваторов. До города высшего неба еще полгода пути. Рогатый гигант взмахнул крыльями и зловеще рассмеялся. Это странно. Скорее всего, это люди пришли за сокровищами. Убив их, мы выполним свой долг. Даже если другие сбегут, пусть бегут. Мы несем ответственность только за достижение четких целей. Верно. Вперед! Через мгновение прибудет основная армия. Красивая женщина кивнула с улыбкой. Затем она расплылась и тут же исчезла. Гигант громко взревел и поглотил обезглавленное тело своим ртом. Смачно прожевав, он проглотил и взмахнул крыльями, исчезнув в воздухе. Вскоре после того, как двое чужеземцев ушли, с горизонта раздался странный звук. Сначала он был мягким, но постепенно становился все громче, и появилась черная, за которой последовали 2 и 3. В мгновение эка бесчисленные черные точки заполнили небо, как непреодолимый рой. Появились тысячи и тысячи черных точек. Они двигались быстро, и в мгновение эка прибыли к огромной горе. В тот момент можно было разглядеть истинный вид черных точек. Это были крылатые люди, похожие на гиганта и женщину. Их руки и ноги были обнажены, а остальные части тела закрыты балахонами. Среди них было огромное количество гигантов, а также крылатых женщин. Эти крылатые чужеземные существа непрерывно двигались по небу, волна за волной. Даже через 2 часа черные точки продолжали появляться с горизонта, и им не было ни конца, ни края. Внезапно звук, гудящий в воздухе, превратился в громоподобный гул. Вскоре появились гороподобные колоссы. Они были в 3 километров в высоту, а их тела были желтоватого цвета. Вокруг них в воздухе медленно вращались конические ульи. Перед колоссами были крылатые змеи с дюжиной голов, покрытые молнией. Они медленно тянули их вперед. Сбоку от ульев были отряды крылатых инопланетян, полностью вооруженных и бронированных. Казалось, они сопровождают колоссов. Существа выглядели довольно неуклюже, но на самом деле были очень быстрыми. Путешествуя, они принесли с собой бурю, рассеивая даже туман под собой. Огромные улья спровоцировали белых птиц, прячущихся в тумане, заставляя их атаковать незваных гостей своими черными ледяными стрелами. Чужеземные существа в серебряных доспехах при виде этого стали размахивать своими огромными клинками, разрубая их, как тигр в атаре овец, и за короткое время поубивали большинство из них. Другие птицы, увидев это, с криками ринулись обратно в туман. Чужеземные существа их не преследовали. Вместо этого они просто удалились, продолжая сопровождать высоких гигантов. Затем ульи стали поодиночке появляться с горизонта, но их размеры стали крупнее. Казалось, что в каждом из них обитало большое количество крылатых чужеземцев. Пока ульи продолжали пребывать с горизонта, некоторые из них были необычайно огромными. Затем, после появления сотни таких огромных ульев, они прекратили появляться, и за ними последовали группы странных древних зверей. Были такие, у которых было по 3 головы и 2 крыла, или голова дракона с хвостом птицы. Тело некоторых превышали размеры в 300 метров, некоторые были всего в метр в длину, или были даже те, кем управляли несколько крылатых существ. Некоторые из них выглядели весьма величественно, и их было множество разных видов. Когда эти древние звери пролетели над ними, из-за горизонта показались челноки черного цвета. Они были в длину около 100 метров и были очень острыми. Таких длинных челноков примерно около 1000, но скорость их была довольно высокой. Они быстро добрались от одного конца горизонта до другого. Таким образом, мгновение горизонт опустел. Небо стало ясным. Но вскоре после этого вспыхнул свет, и появилась еще одна группа черных точек. Если бы какие-нибудь люди увидели появление этих существ, у них кровь застыла в жилах. Эти странные крылатые существа были похожи на людей, которые появились здесь раньше с уродливыми мужчинами и красивыми женщинами. Однако в каждой из групп было несколько огромных чужеземных существ, которые были намного крупнее других ростом в 100 метров. Они были одеты в золотые или серебряные доспехи с надписями древних талисманов на теле. На головах у них росли острые костяные рога, а на лицах были злобные выражения на лицах, как если бы они были демонами. Эта группа чужеродных существ летела намного медленнее, чем остальные. Более того, всякий раз, когда эти существа приближались, некоторые из них немедленно ныряли и разбегались. Многие из них тоже исчезали в пространстве. Пара гигантов в их группе просто неподвижно парила в воздухе с серьезными выражениями на лицах. Между 2 гигантами, скрестив руки, парило крылатое существо дьявольского вида.
Мало того, что крылья этого человека были в несколько раз больше, чем у других его сородичей, но его глаза были слегка золотистыми, а тело — малиново-красным. Он холодно смотрел на остальных, словно искал что-то, но вскоре его золотые глаза дрогнули, и взгляд упал на огромную гору под ним. Вскоре после этого более сотни разных чужеземных существ прилетели обратно и остановились перед ним. Казалось, с этим существом они вели себя довольно послушно. Передовая группа столкнулась с двумя культиваторами стадии божественной трансформации. Это было здесь рядом, верно? Молодая женщина уважительно ответила: «Господин Мэн Сян, информация должна быть верной. Но кроме этой горы мы не нашли никаких других следов людей. Кажется, что в горе есть жила из духовного магнита, и мы не можем видеть сквозь нее». Жила духовного магнита. Замечательно. Значит, нам туда, усмехнулся златоглазый чужеземец и поднял руку. Во вспышке малинового света он превратился в пульсирующую кроваво-красную световую сферу. Затем он сомкнул руку, и световая сфера, сделав круг, метнулась вперед. Из его руки тут же вырвалась полоска свет и увеличилась до невероятных размеров. Она накрыла половину неба. Затем чужеземец перевернул ладонь и небрежно махнул ею. С вершины горы внезапно вспыхнул красный свет. Тогда он выглядел совершенно обычным. В этот момент два огромных чужеземных существа замахали руками и яростно атаковали гору. Под силой их атак образовалась огромная световая линия. Затем грянул мощный взрыв, и огромная гора застонала. Половина горы соскользнула, как нарезанный тофу. Внутри огромной пещеры тела Хань-Ли покрывал мерцающий серый туман. Это была непреодолимая защита, но вдруг он изменился в лице, глядя на 20 метров впереди себя. Там был большой мужчина в серой мантии, разделенный на две части. Он лежал в луже крови. Рядом с ним был небольшой флаг, мерцающий молнией. Хань-Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Мгновение назад там, где случайно оказался этот мужчина, вспыхнул красный свет. Затем он упал, разрубленный на две части. Таким образом, формация заклинаний, созданная из флагов, распалась, и черные тени размером с кулак немедленно ускользнули от молнии. Остальные культиваторы были ошеломлены, а затем яростно забили тревогу. Госпожа Ся тоже была шокирована. С другой стороны пещеры в 100 метрах отсюда вспыхнул световой туман, за которым последовала череда взрывов. Старший Джу и еще дюжина культиваторов атаковали гнездо истинной жабы. Сердце Хань-Ли забилось быстрее. В тот момент, когда он подумал смести сотню теневых насекомых своей эссенцией божественного света, предотвратив их побег, он внезапно почувствовал огромные вибрации, и половина горы начала падать. В тот же момент там появилась подземная река, уровень которой начал стремительно подниматься 30-метровой высоты. Вся пещера начала рушиться дюйм за дюймом. Поняв, что происходит, Хань-Ли был ошеломлен и немедленно сделал жест заклинания, увеличивая свой защитный туман в несколько раз, когда волна воды накрыла его. Спустя промежуток времени, за который можно было заварить чашку чая, из оставшейся половины огромной горы вылетела дюжина световых полос. Вспыхнул свет, и в воздухе появилась дюжина силуэтов. Старший Джу и другие оглянулись, и их лица стали смертельно бледными. Их окружало более сотни крылатых чужеземцев. Они смотрели на культиваторов, как на добычу. Судя по своей ауре, все они, по крайней мере, находились на стадии божественной трансформации. 7 из них было, по крайней мере, на стадии пространственного закаливания. Златоглазое существо, увидев их уровень культивации, сказало равнодушным тоном: «Здесь так много людей, но только 2 находятся на стадии пространственного закаливания. Мне это не интересно. Убейте их. Если вы сможете оставить их в живых, сделайте это. Мы их допросим». Затем, взмахнув крыльями, чужеземец исчез на расстоянии более 300 метров. Он дважды моргнул и исчез из поля зрения. Помимо раскола огромной горы, златоглазое существо больше ничего не делало. Глава 1399. Король Якши. Лицо старшего Джу побледнело. Он не мог видеть культивацию златоглазого Якши, но с надеждой в сердце он спросил: «Клан Якши, нашим видам еще предстоит сражаться. Нет причин мешать нашей охоте за сокровищами. В чем причина того, что нас окружили? В атаку!» Приказ прозвучал от сильнейшей из сотни Якши, женщины, которая одарила старшего Джу очаровательной улыбкой. Однако ее голос был явно ледяным. Окружающие Якши немедленно взмахнули своими огромными топорами и клинками, посылая яростные полоски света со всех сторон на окруженных культиваторов. Ситуация была похожа на то, как культиваторы ранее начали полномасштабную атаку на кровавых черных муравьев, но теперь они были на месте муравьев.
Хотя между людьми и чужеземцами была большая разница в численности и силе, старший Джу и культиваторы не собирались сдаваться при первой атаке. В ужасе культиваторы выпустили свои самые сильные сокровища, изо всех сил блокируя шквал атак, вызывая столкновение радужных огней. Среди культиваторов было много тех, кто использовал техники уклонения и сокрытия, расплываясь в пространстве и пытаясь сбежать. В бешеной тревоге старший Джу расплылся и подлетел к красивой женщине. Они сложили свои ладони вместе, и каждая из них засверкала сине-красным светом. Затем они выплюнули небольшой флаг. Два флага были покрыты неизвестными талисманами. Появившись, флаги засияли светом и слились в один, создав красно-синий барьер, окутавший их обоих. В этот момент по воздуху пронеслись полоски клинка, с силой рассекая барьер и оставляя белые отметины. С грохотом полоски световых клинков порвали барьер. Человеческие культиваторы на мгновение силой заблокировали атаки с помощью своих разнообразных приемов и сокровищ, но вскоре они не смогли выдерживать эти атаки. После взрывов раздались жалкие крики. Вскоре все атаки на культиваторов прекратились, вместо этого они сместили направление в далекое пространство. Белые дуги странным образом пересекли воздух, и воздух засветился малиновым светом. Затем появилось и упало несколько разрубленных трупов. Эти скрытые культиваторы не ускользнули от внимания Якши и с легкостью были убиты. В этот момент свет, который собирали культиваторы, потускнел. Из более 10 культиваторов теперь осталось всего Б. Среди них были 2 культиватора стадии пространственного закаливания. Их защитное сокровище действительно было могущественным. Оно смогло блокировать комбинированные атаки Якши. Все остальные превратились в пепел. Независимо от того, был ли это огромный флаг культиваторов пространственного закаливания или несколько сокровищ других культиваторов, их свет потускнел, и на некоторых из них появились небольшие трещинки. Было ясно, что эти сокровища повреждены и больше не выдержат. Но, пережив первоначальную атаку Якши, они не собирались сидеть на месте и ждать своей смерти. Старший Джу и красивая женщина указали на огромный флаг перед ними. Флаг повернулся в воздухе и, засветившись ярким светом, разделился надвое. Затем флаги задрожали и одновременно взорвались. Красный и синий ветер и в мгновение эка взмыли в небо. Старший Джу и красивая женщина расплылись, превратившись в 2 полоски света, слившись с 2 возникшими штормами. После этого они активировали свои техники, превратив 2 шторма в километровый торнадо. С громом и молниями он властно несся по небу. Когда преграждавшие им путь Якши увидели пугающую мощь торнадо, они пришли в замешательство, даже несмотря на их свирепость. Оставшиеся люди при виде этого обрадовались и, воспользовавшись этой возможностью, погнались за штормом. Другие культиваторы прекрасно понимали, что, если они не воспользуются этим последним спасательным кругом, их жизни будут потеряны. Где бы ни проходил синий-красный торнадо, соседнее пространство искривлялось, что было явным признаком его мощи. Когда шторм обрушился на группу Якши, над торнадо появились 2 огромные черные тени. Прежде чем другие культиваторы осознали, что происходит, грянуло 4 взрыва. На вершину торнадо обрушились 4 волны огромной невидимой силы. Торнадо задрожал и был заблокирован на своем первоначальном месте. В воздухе зависла пара 200-метровых якшей. Размывшись, они странным образом появлялись по обе стороны от торнадо. Их кулаки размером с дом с огромной силой ударили по ним и заблокировали торнадо на его пути. Старший Джу и красивая женщина встревожились. Не раздумывая, они немедленно использовали всю эту магическую силу. Синий-красный торнадо задрожал и увеличился почти вдвое в попытке прорваться сквозь него. Однако 2 гигантских якши были подобны горам. Красный свет вспыхнул в их глазах, их руки и тело расплылись. От гигантских кулаков появилось бесчисленное количество остаточных изображений, обрушившихся на торнадо по обе стороны. За короткое время торнадо был полностью подавлен шквалом атак. Когда ближайшие культиваторы увидели это, они были ошеломлены и рассеялись, разбегаясь во всех направлениях. В этот момент из воздуха вокруг них раздался звук раскалывающегося пространства, и просвистели бесчисленные полоски клинков. Сотни якши, окружавших культиваторов, выпустила 2-ю волну атак. Мало того, что оставшиеся культиваторы были в ужасе, но и у старшего Джу и красивой женщины лица побледнели от страха. Громадное извержение, потрясшее весь мир, заполнило всю территорию. Глубоко под землей быстро убегающий Хань Ли был окутан мерцающим серым светом. Как ни странно, там был серебристо-серый свет, который освещал все вокруг и непрерывно сталкивался с его защитным светом, создавая искры трения. У Хань Ли было очень серьезное лицо. Хотя он не появлялся из-под земли, как другие культиваторы, недавно он услышал огромный взрыв. Даже в глубине души он все еще чувствовал вибрации. Его устрашающая сила была очевидна.
Неужели другие культиваторы были полностью истреблены? Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. Когда подземная пещера рухнула вместе с горой, культиваторы оказались в центре жилы духовного магнита и не осмелились бежать через землю. Им не оставалось ничего другого, кроме как подняться на землю. Но Хань Ли, благодаря его эссенции божественного света, смог сдерживать 5 элементов и многие магнитные ограничения мира. Таким образом, он рискнул сбежать под землю. Вдобавок, когда гора обрушилась, его безмерное духовное чутье также обнаружило над ними очень могущественных чужеземных существ, и он не осмелился медлить. Он сразу же покрыл себя эссенцией божественного света и нырнул под землю. Вскоре из-под земли показались голубоглазые истинные жабы и направились из своей подземной пещеры прямо в сторону Хань Ли. Когда в его дверь постучалась такая удачная возможность, он не мог позволить ей ускользнуть из-под носа. Не обращая внимания на свою магическую силу, он выпустил многие из своих способностей и истребил истинных жаб. Затем он забрал их тело и отправился в путь. Что касается цветов тысячи сердец, которые искал старший Джу, у него не было времени искать их. Жила духовного магнита была гораздо более устрашающей, чем Хань Ли ожидал, но его свет божественной эссенции тоже не был поводом для насмешек. Используя силу гору божественного света, он смог защитить себя и заблокировать огромную силу притяжения глубоко в горе. Хотя чужеземные существа были могущественны, они не осмелились бы спуститься под землю, поскольку находились бы в пределах досягаемости жилы духовного магнита. Поразмыслив, Хань Ли почувствовал облегчение. Было жаль, что он не мог использовать свое духовное чутье, чтобы разведать обстановку вокруг, поскольку жила духовного магнита заблокировала его, иначе он почувствовал бы себя еще более уверенным. С этими мыслями он в конце концов преодолел тысячи километров под землей и обнаружил, что серебряный свет, окружающий его, начал тускнеть. Вскоре этот серебряный свет, и лицо Хань Ли дрогнуло. Чувствуя себя более непринужденно, он высвободил свое духовное чутье над землей. Над ним была незнакомая долина, окруженная 3 горами, в которую был только один вход. Она густо поросла травой, и в ней не было ничего необычного. Он не чувствовал ауру огромных древних зверей или чужеземных существ. Хань Ли несколько раз охватил место духовным чутьем и, наконец, почувствовал себя расслабленным. Затем он проложил туннель полоской лазурного света. Когда все вокруг осветилось, он убрал свой полетный свет и завис сотни метров в воздухе. Оглядевшись, Хань Ли сфокусировался на близлежащей области и почувствовал, как ледяной холод сотряс его тело и удержал на месте. Над огромным деревом в 300 метрах от него стояли 2 высоких дьявольских якши. Они стояли и смотрели в разные стороны. У 2 якши была пара огромных крыльев, и они были более 30 метров в высоту. Взглянув на Хань Ли, они были очень удивлены. Но Хань Ли ошеломило не то, что он увидел 2 якши, а то, что он совершенно не чувствовал их ауру. Когда его духовное чутье пронеслось мимо них, он их совершенно не заметил. Как будто вокруг ничего не было. Хань Ли ясно понимал, что это значит. Их уровень культивации был далеко за пределами его собственного. Скорее всего, это были так называемые короли якши. Таким образом, он невольно затаил дыхание. Пока Хань Ли внутренне вырубился, 2 якши еще не предприняли никаких действий. Они просто смотрели на область в километре от них. Вспыхнул свет, и из земли вырвался еще один радужный свет. Появился еще один культиватор. Хань Ли был ошеломлен, когда увидел это. В свете, исходящем из земли, была изящная женщина на вершине радужной нефритовой лодки. Это была леди Сяа. Когда она увидела Хань Ли, ее лицо осветилось, и ей захотелось позвать его. Но когда она увидела 2 неподвижных якши, ее цвет лица побледнел. Глава 1400. Безумные прислужники. Один из якши со странным выражением на лице сказал: «Как странно. Судя по запаху, это должно быть 2 человека, которых наш король обнаружил ранее. Эти ребята бесполезны. Они не справились даже с такой простой задачей». Якши, который говорил, был тем, кто расколол гору Мэн Сян. Было неизвестно, зачем он здесь. Другой якши усмехнулся и сказал: «Несокрушимый король, поблизости есть духовный магнит». Они могли перемещаться под землей, в результате чего атаки их не коснулось. Пожалуйста, не обвиняйте своих подчиненных. Первый якши, который был королем, фыркнул и поднял руку, выпустив облако багрового света из своей руки. Это все еще не повод позволять этим 2 сбежать. Когда я вернусь, мне придется их как следует наказать. У нас 2, очевидно, есть навыки, раз вы смогли добраться до этого места, но здесь вашим жизням придет конец. Хань Ли и госпожа Сяа сразу же изменились в лицах.
С грохотом грома и порывом ветра из-за спины Хань Ли появились призрак радужного феникса и призрак лазурной птицы. Они вспыхнули и превратились в пару кристальных крыльев. Радужная лодка госпожи Ся сразу же заскрежетала, развернувшись, превратилась в пятиголового змея. Радужный змей угрожающе обнажил клыки. Когда другой Якши увидел способности Хань Ли и госпожи Ся, его глаза загорелись, и он крикнул своему спутнику: «Несокрушимый король, подождите! Эти люди не выглядят обычными культиваторами. Кажется, что у этого человека есть настоящие фантомы Небесного Феникса и Кун Пена. У другого, похоже, есть мутировавший истинный дракон и осколок души радужного змея. Как удивительно! Чакраварти, что ты говоришь? Может быть, ты хочешь, чтобы я их отпустил? И мне не нравится, когда меня называют моим титулом. Зови меня по имени». Первый Якши нахмурился. Хотя малиновый свет исчез из его руки, он повернул голову с недовольным выражением лица. «Хе-хе, кажется, я упустил это из виду. Уважаемый Мэн Сян, почему мы должны бесконечно ссориться по этому поводу? Почему бы нам не использовать этих двоих, заключив пари?» Якши по имени Чакраварти усмехнулся. «Пари? На что?» Выражение лица Мэн Сина дрогнуло, и он, казалось, догадывался, что имел в виду его спутник. «Все просто. Давайте решим наш предыдущий спор, сделав ставку. Мы будем действовать по отдельности, чтобы убить их. Тот, кто добьется успеха, станет победителем», — Чакраварти зловеще улыбнулся. Мэн Сян холодно спросил: «Два пустяковых культиватора стадии божественной трансформации? Они умрут от одного удара. Как определить победителя?» Имея в виду план, Чакраварти сказал: «Они необычные культиваторы стадии божественной трансформации. Более того, мы не будем лично нападать на них. Почему бы нам не выпустить наших безумных прислужников, чтобы атаковать их? Мы сделаем ставку на то, как они будут сражаться с людьми». Выражение лица Мэн Сина на мгновение дрогнуло. Убедившись, что условия приемлемы, он согласился: «Безумные прислужники. Хорошо, пусть будет по-твоему. Не боишься проиграть?» «Хе-хе, очень хорошо». Чакраварти широко улыбнулся и повернулся к людям, говоря строгим тоном: «Вы, люди, слышали нас. Не говорите, что мы вас запугиваем. Мы даем вам шанс выжить. Мы можете отбежать на 500 километров, а затем мы выпустим вам вслед наших безумных прислужников. Обратите внимание, что вам лучше не разделяться. Если вы отделитесь друг от друга более чем на 50 километров, мы лично будем охотиться на вас». 500 километров. Хань Ли спокойно погладил свои прозрачные крылья. Чакраварти холодно сказал: «Верно. Если вы не успеете отбежать на достаточное расстояние, пока не сгорит эта ароматическую палочку, мы все равно выпустим наших безумных прислужников. Не думайте, что вам повезет». Глаз Хань Ли дернулся, и он взглянул госпожу Ся поблизости. Женщина выдавила улыбку, и ее цвет лица немного улучшился. Прекрасная улыбка подчеркивала ее изящный вид. «Хорошо, госпожа Ся, вперед!» Немного помедлив, крылья Хань Ли внезапно зашевелились, и он исчез в пространстве. Мгновение спустя он странным образом появился через 300 метров. После этого госпожа Ся появилась рядом с ним в безмолвном тумане. Она перемещалась на огромном пятиглавом змеё. Когда Хань Ли использовал свои способности телепортации, двое Якши переглянулись между собой. На их лицах мелькнуло удивление, но быстро исчезло. Госпожа Ся была также удивлена и обрадовалась. Поскольку они оба спасались бегством, у них было больше шансов на успех, учитывая удивительные способности Хань Ли. Не говоря ни слова, она наступила на пятиглавого змея. Змей махнул головой взад и вперед, немедленно окутывая двоих радужным туманом. Затем они с поразительной скоростью улетели прочь. Спустя несколько мгновений они исчезли с горизонта. Два короля Якши застыли на месте. Они бесстрастно смотрели на убегающих двух культиваторов, словно полностью доверяли своим так называемым безумным прислужникам. Госпожа Ся командовала радужным светом со скоростью, которая позволяла им почти мгновенно преодолеть 500 километров. Но так как два Якши дали им время горения палочки для благовонной, когда они отлетели на 50 километров, женщина притормозила их. После этого она хлопнула себя по талии и вызвала белоснежный нефритовый кулон, превратившийся в белый туман, покрывший их. В этом кулоне из белого света сконцентрирована высочайшая энергия Ян. Даже короли Якши на стадии интеграции тела не смогут нас подслушать. «Мы можем поговорить здесь», — госпожа Ся поспешила объясниться. «Что ты хочешь сказать?» «Боюсь, у нас мало шансов выжить», — Хань Ли криво усмехнулся, дернув губой.
Взгляд госпожи Ся мигнул, и она нерешительно спросила: «Ты можешь почувствовать приблизительную силу королей Якши?» Хань Ли ясно объяснил: по крайней мере, они эквивалентны нашим культиваторам интеграции тела. Хотя мы не можем определить их точную силу, по сравнению с древесным духом серебряного уровня, который я видел раньше, я чувствую, что эти двое Якши намного сильнее. Боюсь, что это необычные существа. Госпожа Ся испуганно вскрикнула: «Ты имеешь в виду, что они, возможно, великие короли Якши?» Даже если это не так, боюсь, что они абсолютно близки к этому. Хань Ли не был полностью уверен, но даже в этом случае на лице госпожи Ся появилось странное выражение. Затем Хань Эли спросил: «Госпожа Ся, ты знаешь, что такое безумные прислужники?» «Кажется, они доверяют им. Я слышала, как о них упоминали старейшины моей секты. Они являются полупризрачными полудемоническими существами, которых выращивают Якши, когда они становятся существом королевского уровня. Обычно короли Якши кормят их собственной кровью, давая им часть истинной силы короля Якши. Кроме того, их породы тоже различаются. У них от 1/10 до 1/3 способностей короля Якши. Они невероятно устрашающие. Вот почему, если они великие короли Якша, я боюсь, у нас нет шансов», — госпожа Ся стиснула зубы. Выражение лица Хань Ли дрогнуло, когда он это услышал. Госпожа Ся тихо сказала: «В таком случае нам лучше быстро объяснить друг другу наши способности и объединиться, чтобы разобраться с врагом». «Что? Госпожа Ся хочет поставить на карту все против этих безумных прислужников?» Нахмурившись, спросил Хань Ли. Госпожа Ся замолчала. «Если мы не сможем победить их, как нам сбежать?» Хань Ли глубоко вздохнул и мрачно ответил: «Разве ты не слышала, что сказали короли Якши? Если безумные прислужники будут преследовать нас, будет лучше, чем если мы победим их прислужников, заставив королей лично атаковать нас. Нам ничего не обещали. Они просто играют нашими жизнями». Услышав это, она изменилась в лице. Женщина явно не подумала об этом. Тогда какой план? Госпожа Ся посмотрела на Хань Ли яркими глазами и спросила серьезным тоном. Хань Ли скривил губы и угрюмо сказал: «Без понятий. Я планирую действовать по обстоятельствам. Если безумные прислужники так страшны, как ты говоришь, мы не сможем с ними справиться. Даже если мы не сможем с ними бороться, мы все равно сможем сбежать. Тем не менее, как нам избежать внимания двух королей Якши? Это было бы возможно, только если бы наша культивация внезапно совершила немыслимый скачок, достигнув стадии интеграции тела. Возможно, если мы немедленно воспользуемся ближайшей транспортной формацией и воспользуемся ей для телепортации на 1000 километров, мы сможем избежать от них». Когда она услышала Хань Ли, на ее лице появилось странное выражение. Хань Ли вздохнул и пробормотал: «Однако мы должны воспользоваться твоим предложением и обменяться подробностями о наших способностях. Независимо от того, решим мы сражаться с ними или нет, у нас будет больше шансов выжить в любом случае». Госпожа Ся криво улыбнулась и вскоре после этого начала рассказывать о своих собственных способностях и сокровищах. Спустя промежуток времени, за который можно было бы выпить чаю, оба они достигли отметки в 500 километров, несмотря на их медленную скорость. В этот момент небо вдалеке содрогнулось от протяжного волчьего воя.